Это Фил Спенсер в естественной среде обитания. Посмотрите, как грациозно он анонсирует цену на Xbox. В свободное время Фил тратит на младшего Xbox S. Через пару месяцев малыш узнает, что он приемный. Но что случится, если Филя встретит самый быстрый SSD? Ки, все норм буде. Подумай про сім'ю свою. Пока японцы считали, сколько будет стоить их консоли, Фил делал то, что и всегда. Он стоял и ебал. Поэтому Sony пришлось пойти на отчаянные меры. Дай списать. Только вот в отличие от Xbox, которые могут хоть дарить свои консоли, главное, чтобы вы покупали Game Pass, у Sony нет большого папика Microsoft. И как вы думаете, сколько сможет прожить компания, продавая консоль на $200 в убыток себе? Когда все партии разбирают за минуту и вы держитесь последние 10 лет за счет PlayStation. Мы в дерьме. Анонс цены в $500 за PlayStation 5 по факту харакири замедленного действия. Какой ценой? Ну, игрули теперь по 80 евро. Ты что, дурак, блядь? Думаю, не стоит объяснять, почему Чернычок и Horizon 2 резко решили прогуляться на PlayStation 4. Недостающие $200 Sony будут возмещать любыми способами. Ведь у компании сейчас нет даже денег на настоящие эксклюзивы. А на прошедшей презентации показали целых 2 новые игры. Не эксклюзив Final Fantasy 16. А так как я являюсь фанатом финалки и прошел прошлую часть на платину, у меня логичный вопрос. Почему новое дополнение про Ноктиса назвали FF16? И будет ли оно входить в мое издание за 5000? Деда, ты куда? Графон хоронить. И долгожданная всеми God of War 2. Еще и выйдет в 2021. Как там разработка продвигается, народ? Но на данный момент мы определились со шрифтом для названия. Через год будет готово. Я тебе отвечаю. Посмотрел геймплей Deathloop, понял, что я слишком тупой для этого интеллектуального тира. К счастью, подвезли колду. Спасибо, конечно, за графон Activision. Но откуда во время Холодной войны машинка на пульте управления, взрывающая самолет? И почему вообще игра не черно-белая? Я требую достоверности. Вон, например, в Паучке у чернокожих реалистичный инвиз в темноте. А чтобы вы видели Майлса ночью, мы сменили текстурки города на белые. Вообще, каждый раз испытываю первородный страх, когда вижу черного, входящего в окно. Не трожь мой велик! Определенно, это дополнение заслуживает моих денег. Тем более, у вас нет выбора, ведь без него в оригинале не появится обновленной графики на PS5. У нас тут компания добра, между прочим. Отсоси Demon's Souls с 2 режимами графики. У настоящего Next Gen их должно быть минимум 3. И обязательно Special Edition. Ну-ни. Самой приятной новостью для меня остается AAA игра во вселенной Гарри Поттера. Наконец-то, спустя 2 года они доделали трейлер. Так и до игры доживем. Едем в соседнее село. За резидентом! Еще раз анонсировали Oddworld. А настоящие анонсы на этой презентации будут? Можно считать, что PlayStation 5 официально победила, ведь на ней выйдет некий Fortnite. Впервые слышу. Напишите в комментариях, что это. Но из всего этого добра на старте Sony предлагает вам купить ремейк и ремастерит, 1 не эксклюзив и 2 срани господни за 80 евро. Звучит выгодно. Почти так же выгодно, как курсы от мастерской Исаева. Пройдя курс по постобработке, вы успешно эволюционируете из Снорлакса в успешного Мэджикарпа. Обучаясь с нуля, вы сможете создать нечто прекрасное, как графика в «Призраке в доспехах» или в мифических трейлерах Ubisoft. Да, для этого создана целая профессия. Бесплатно можно ознакомиться и с прошлыми программами. А с 12 октября у них стартует новый прокачанный курс. Обучение полностью удаленное с живыми людьми, что идеально подходит для пандемии. Ну или если вы просто ламповый анимешный трап, не выходящий в суровые будни России. Вводите мой промокод и получите скидку 10%. Ссылка в описании. В новом поколении у PlayStation появилось важное правило. Никогда не смотрите на маленькие буковки внизу. Что это? Что это такое? Я не знаю. Что это такое? Что это? Я не знаю. Вот это... Что это такое? А если у вас есть PlayStation Plus, вот вам целых 18 игр со старой консоли. Это почти как настоящий Game Pass. Правда, 8 из них уже давали. Можно считать, что все остальные 10 это извинения за безумцев. Помните эти слова по-русски. И что мне делать с моими другими 180 халявными играми по плюсу? А
А вдруг я захочу их пройти, пока буду делать тизер-картинки для God of War 2? Сколько там у меня времени? Года 2? Многие подписчики уважаемых блогеров скажут, что PS Plus Collection это конкурент Game Pass'а. И тут я с вами спорить не буду. Ведь сами Sony охренели от таких заявлений. Вы чё, челядь, акция одноразовая? И вообще это финансово невыгодно, и все компании, которые так делают, скоро обанкротятся. Но, конечно, у Sony все еще остается обратная совместимость. Целых 99% всех игр с PlayStation 4 можно будет запустить на новой консоли. Нативные 30 кадров и великолепные HD и Full HD, как и в оригинале. Ведь зачем что-то улучшать, когда можно выпустить ремейк и ремастер? Видишь обратку? И я не вижу. Она есть. Но если вы не хотите покупать новую консоль на старте, не переживайте. Sony по-прежнему будут поддерживать 4-ю плоечку. Sony, я поддержки не чувствую. Держи мобилочку. Помимо легендарной Spelunky 2, о которой я слышу впервые, но ради Sony восторженно похлопаю, на 4-ю плоечку выйдут самые лучшие мобильные эксклюзивы. Аниме Зельда, не Дота и китайские покемоны. Нельзя обосраться, нельзя обосраться, и мы обосрали. Надеюсь, Sony честно украли эти игры, воспользовавшись воровским законом. Все, что лежит ничейное, мое. Вообще смешно наблюдать за этим японским цирком, где Sony в панике начинает во всем копировать Xbox. В то время, пока Филя заключает небесный контракт, соединяя Game Pass и EA Play. Может, эксклюзивов на боксе, как у Sony, и не будет, но за 80 рублей мы получим 300 бесплатных игр, включая новинки. В то время как у Sony одна игра как половина свитча. И ситуация с региональными ценами ничего не меняет, ведь сама консоль у нас будет стоить $620. Вдумайтесь, дети мои, за тех ли консольных идолов мы сражались в древнем 2013-м? 7 лет их правления привели нас к 5500 рублей за игру. Что будет дальше? В это тяжелое время нам нужен мессия, истинный король всех царей. Да придут его размеры окаянные, да не сойдет сила его православная цена набожная, как зарплата жены моей. Взываю к тебе, RTX 30 серии, и пути разверглись на 3 стороны. Коль при деньгах покупаете PlayStation, коль денег нет и холоп вы несчастный, становитесь на сторону Xboxа коммунистического. Ну или тупо купите себе новую видюху. Даже я, консольный приверженец, понимаю, что в этот раз Nvidia нагнула сразу всех. AMD вообще ушли в запой и теперь продают велосипеды. Искренне сочувствую тем, кто купил недавно RTX 2080. Я только купил. Но такова суровая жизнь. Камень ломает ножницы, а ПК ломает челюсть консолям. Спасибо, что досмотрели видео до самого конца. Ваши лайки и комментарии дают мне лайки и комментарии. А презентации Sony я ставлю 0 из 10. Сплошные белые европеоидные мужчины и ни единого черного трансгендера. Кто-то в этом году явно не получит Оскар. Эй ты, не слушай его. Смотри сюда. Смотри на Fortnite. Цены иллюзия. Эксклюзивы временные. Fortnite вечен. Безумно можно быть пьяным.